They preach about love, they preach about grace. They have their loyalties sadly misplaced. They quote the good book, but here's the thing. It don't say nothing about worshiping kings. Ain't nobody home, man, porch light lit. Just a big old pile of conspiracy shit. We could've had peace, we could've been wise, but still we're all living these dumbass guys. Друг захотелось Пхукет посмотреть. Убийцы пары купили яхту. Через Шанхай пришлось долететь. Все эти движения сэкономили купюр. Путешествие небом земле, от земли до свода небес. Волшебство в воде, путешествие маленьких мест. Такси до Батунга поймали с руки. Февраль, духота, плюс 4 часа. 1001 час дороги в пути. И вот мы на месте, но нам не до сна. Здравствуй, Пхукет, Таиланд. Вот она, раздолье-то, вот она. Мы нашли это. This is gonna be cool. Мы уже на яхте. Вот она, Марина, Таиланд, Пхукет. Поплывем, как было анонсировано, 13 островов. Ну, насколько я понял, основных 7. Кстати, я с ребятами 32 румба опять плыву второй раз. Был с ними на Сейшелах. Посмотрите на моем канале. Русскоговорящая команда, это уже плюс. На Сейшелах была англоговорящая. Так что погнали. На катамаране Пенелопа наш круиз обещает быть насыщенным и классным. Тем более попасть сюда без виз, что может быть прекраснее и приятнее. Андаманское море с бирюзовой водой омывает руки теплой пеной. Пустынные пляжи дарят мир и покой, что так важно для жизни бренной. Вначале дождь и ветер сделали свое. Мы пропустили пляж, рай и побережье. Но так бывает, значит не мое. Нальем на нефтяну и увидим все безбрежье. Андаманское море с бирюзовой водой омывает хуки теплой пеной. Пустынные пляжи дарят мир и покой, что так важно для жизни бренной. Андаманское море с бирюзовой водой омывает хуки теплой пеной. Пустынные пляжи дарят мир и покой, что так важно для жизни бренной. Маршрут шикарный, это сказочный Пхукет. Нас покорили пляжи, пальмы, чародеи. Здесь самый яркий на земле рассвет. И множество здесь дикой орхидей. На катамаране Пенелопа наш круиз обещает быть насыщенным и классным. Тем более попасть сюда без виз, что может быть прекраснее и приятнее. Андаманское море с бирюзовой водой омывает руки теплой пеной. Пустынные пляжи дарят мир и покой, что так важно для жизни бренной. It's okay, fall a little. Быть на Пхукете и просто проваляться на пляжах и не увидеть скалы, вырастающие прямо из изумрудной толщи воды, острова Андаманского моря и его подводный мир – большая глупость. Не зря же сам Жак-Ив Кусто в 1990 году на своем исследовательском судне «Калипсо» отснял 45-минутный документальный фильм «Андаманские острова. Невидимые острова». Но немного о грустном. Наш 7-дневный круиз попытался омрачить 5-дневный штормовой циклон. И, как сказал Георгий, очень несвойственная
Идеальная для февраля погода. И это сухой сезон. На второй день нам пришлось отказаться от пляжа Райли, Куриного острова и пляжа Прананг, который, как и материк, заливало капитально. И эта корректировка маршрута – нормальное явление при подобном формате отдыха. Забегая вперед, скажу, что дождь лил и на проходном пляже Майя-Бэй на Пхипхи, где снимали фильм «Пляж с Леонардо Ди Каприо. Слушай, и уже что ли там толпень, что ли? А что они там делают? Сумасшедшие, что ли? Это все те люди, которым обещали в 6 утра вы будете один на Майя-Бэй. Я Вот они понял. вот тусят, ожидая, что все уйдут, такие нормально попустят. Это вот здесь Ди Каприо, что ли? Олег, Да, это что здесь прям такого, что мы вот еще не видели? Значит, здесь пляж, который был в кино 2000 года от Дэнни Бойла с Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо побывал здесь, и для этого сильно пляж изуродовали, чтобы снять кино, скажем так. Поэтому Таиланд несколько раз брал, как сказать, штрафы с компании, которая снимала кино. В том году, в 2000-х годах, и еще раз они снимали штраф. Значит, раньше на Майя-Бэй можно было на спидботе швартоваться прямо на пляж. Поэтому через некоторое время пляж был сильно-сильно загажен и изуродован. Значит, после этого тайцы решили восстановить экоструктуру и где-то на 5 лет закрыли Майя-Бэй от полного посещения. Но каждый день эта бухта на продаже билетов выносит примерно по 1 000 000 бат. Они собирают по 400 бат человека, взрослого, иностранного, и по 200 бат с маленького, иностранного. Это вот сюда Так вот, зайти, да? А? Чтобы сейчас сюда зайти. Здесь нельзя купаться, сюда нельзя заходить в воду. Нельзя летать на дроне и много чего другого. Вы претесь сюда только потому, что я здесь снимался? Люди, очнитесь! А вы в курсе, что за этот фильм я был номинирован на премию «Золотая малина» как худший актер? Актер! Долго тебя ждать? Возвращайся на катамаран. Совсем обнаглел. Олег, ты же здесь сидишь? Я ваш сосед, мы с вами будем делиться. А, кстати, да? Здравствуйте, добрый день. Будете смеяться, но погода наладилась, когда я, по совету Гоши, каждое утро наливал Нептуну. Жаль, что я стал это делать только на 3-й день. А еще на остров Бамбук не зашли из-за сильного течения. Но все-таки, и это мое мнение, в чем преимущество яхт-тура. Георгий, наш капитан, мог уходить от непогоды, когда на Пхукете улица заливала, ловить солнце по пути и заходить в бухты для снорклинга и купания. В тандеме с гидом Олегом меняли локации на аналогичные пропущенным. Дело в том, как я понял, здесь 2 вида островов. Все они скальные, но одни с пляжной линией наружу, другие с пляжем внутри. В подобной ситуации, сидя на Патонге или Коровы, просто обломались бы с экскурсиями, так как все прикольные локации находятся на приличном расстоянии. Или же поплыли, но без драмина никак. Прыгая по волнам, вы прибудете к точке назначения зеленого цвета. Такие дела. В Париже теперь уже весна. А вы были в Париже? Неоднократно. Простите за нескромность. Сколько же вам лет? К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. А все-таки 30, 40, 50? Почти. 38. Под шепот волн, забей нежно на остров Хон.
Сошли мы поутру без толк людей и вереницы лодок Пхукет. Давай гони дождливую тоску. Песок горячий гладит спину, волна целует нежный след. Ну что, Тимон, нальешь немного виски, а теплый день нам передаст привет. Пхукет на яхте, от воздуха дурнею, под парусом балдеем до зари. Здесь все тревоги мигом улетели в долину дивной тишины. На небе чайки хороводом, а ноги в море, жизнь блаженство. Забыл я про московский холод. Пхукет, мое ты совершенство. Под нами волны мнут песчинки. Один вопрос, куда мы сейчас махнем? Я отпускаю жизни нитки, а море шепот, домой мы увезем. Ко мне сейчас подошел человек и говорит: я тебя поцелую и дам банку пива. Совсем дурак. Вон, побежал. Вон оно. На яхте от сладости дурнею, под парусом балдеем до зари. Здесь все тревоги мигом улетели в долину дивной тишины. My blood is boiling inside of my veins. My body's shaking, there's no turning back. Don't take your eyes off the trigger. I'm not to blame if your world turns to black. As your eyes start to blister, there's just no hope for a final embrace. So here we are, I'm in your head, I'm in your heart. You were told to run away, stop the place and light the flame. Pay the price for your betrayal, your betrayal, your betrayal. I was told to stay away, those 2 words I can't obey. Pay the price for your betrayal, your betrayal, your betrayal. Это очередной островок, да? Это Пипидон. Архипелаг Пхипхи состоит из 6 островов, самый крупный из которых Пхипхиле и Пхипхидон. Когда говорят об отдыхе на Пхипхи, то подразумевает именно Пхипхидон, ведь этот остров единственный обитаемый в архипелаге. Он состоит из 2 известняковых монолитов, которые соединены друг с другом песчаным перешейком. Остров Пхипхиле необитаем, о нем я уже рассказывал, он известен съемками фильма «Пляж». Острова сильно пострадали от сильнейшего цунами в декабре 2004 года, погибло около 2000 человек. Цунами длилось всего 3 минуты, но оно почти уничтожило весь остров. На пляже с видом на залив Локдаун установлен мемориал погибшим во время цунами. Название архипелага происходит из малазийского языка Пулао Апи Апи, что буквально переводится как «пылающий остров» или «остров огней». Гош, отвези нас к солнцу.
Отправление к солнцу через 3 минуты. Не надо музыки, я не люблю самодеятельность. Какая же самодеятельность, а? А кто-то сейчас на пляже на Пхукете лежит, раскинув ноги по песку. У них не снег с дождем, а теплый ветер. И слушают не вьюгу, а волну. На теле капли солнца, а не снега. Под парусом идут на остров Рок. Поплавают, встанут для ночлега. Пожрут креветки, а не дохлый кабачок. Тела их солнце жарит, словно гриль, а из воды торчит скала с зеленой шляпой. И сделай ты, Вова, кинофильм. Купи мне быстро тур, не будь растяпой. Солнце жарит, словно гриль, а из воды торчит скала с зеленой шляпой. И сделай ты, Вова, кинофильм. Купи мне быстро тур, не будь растяпой. Солнце жарит, словно гриль, а из воды торчит скала с зеленой шляпой. И сделай ты, Вова, кинофильм. Купи мне быстро тур, не будь растяпой. Да, такого я еще не слышал. Ой, братцы, господи, хорошо-то как, а! Как остров называется? Корал его. Mistakes haunt us, but do they really daunt us? Your tongue can be sharp, cut me close to the heart, but we can master the art. And the thing is that these scars are scary, but they are just some old scars. We should never be afraid of them. You and I know when we are too far apart, everything just falls apart. So I just close my eyes and dream about our kids and how they're running around. Won't you come and lay down next to me? Close your eyes. Остров Пхукет по праву занимает наиболее важное место среди других островов Таиланда. Это не только самый большой тайский остров, но и одна из самых маленьких провинций. Именно поэтому он не отмечен на карте словом «Ко», что означает «остров». Провинция Пхукет включает в себя остров Пхукет и еще 39 окружающих его островков. Одна из версий образования Пхукета гласит, что остров раньше был частью материка и отделился в результате тектонической активности. Ярким доказательством тектонических сдвигов является бухта Пханга, где находится 43 больших и маленьких островов. Наконечники стрел, которые были найдены археологами в районе Камала, имеют возраст более 3000 лет. Это означает, что Пхукет был населен несколько тысячелетий назад. Другими ранними жители Пхукета называют морских цыган, макенов и чеоле. У них свой язык, культура и религия, отличные от тайцев. Won't you come and lay down
Как остров называется? Яо-яй. Яо-яй? Остров Калипе. Южный Таиланд. А чего один-то приплыл? А с кем? Ты не в курсе? Не в курсе. Владимир с компашкой на острове. А, который все мои фильмы знает. Смотрел его ролики. Прикольный парень. Он расстроится. Почему? Ты же знаешь, эти домики и пирс построены. Съемки закончатся, и их уберут. Оставят только пальмы. Но, надеюсь, они сюда не попрутся. Это же другой конец острова. А завтра им с утра на остров Джеймса Бонда. Я лучше ему позвоню и успокою. Расскажу, что вода здесь мутная. И то, что остров Яо-Яй – это крупнейший остров архипелага Кояо и второй по величине после Пхукета, и находится совсем рядом. Он переводится как «большой длинный остров». Расскажу, что пляжей на нем штук 10, но красивых и пригодных для купания не больше 3. Классика, то есть... Да. Классический блин ротти. Так, Руслан, давай снимай пробу. Говорят, это надо пробовать в Тае. Так ли это или нет? Запросто. Ну что, вкусняшка? Как говорит Рокер. Во рту тает вкус. Свис-фиски. Прекрасное утро. Обратно мы другой дорогой пойдем, тоже очень красивый. Вообще бомбина. I woke up in a king-size bed. Tick of a clock, a stranger to my left. The neighbors gave me a side eye, like I was blind. Oh yeah. 9 to 5 was my dad's advice. Don't think twice, I want the luxury life. My beauty can lose it, I'll use it. I'll take what I want. Oh yeah. A whole lot of ticket, but not enough time. A whole lot of work for a trophy wife like me. Oh. Slow traffic caused me stress. Show no А мы, заканчивая наш круиз, двигаемся в сторону острова Джеймса Бонда, хотя он в программу не входил. Спасибо нашему капитану Георгию. После выхода на экраны в 1974 году фильма «Человек с золотым пистолетом» остров Котапу обрел широкую известность. Его история неразрывно связана с историей самого Пхукета. Из никому неизвестной точки добычи олова и каучука Пхукет превратился в одно из самых манящих мест планеты. К тому времени запасы олова исчерпали себя, а власти острова все чаще задумывались о новых способах поддержания экономики, и съемки боевика пришлись очень кстати. Всего через 2 года после выхода фильма на экраны на Патонге был построен первый отель, положив начало неиссякаемому потоку туристов. Тут очень охраняемый национальный парк, поэтому с нами группа захвата. Человек из...
на самом деле правильно говорить острова Джеймса Бонда. Их два. Один — это Кхау Пинг Хан, на котором проходили съемки. В тайском переводе означает холмы, прислоняющиеся друг к другу. На нем есть очень высокая наклонная скала с идеально ровной стороной. Именно из-за ее необычной формы местные долгое время считали это место проклятым. Эта скала как бы облокотилась, а другую скалу, как девушка, прислонилась к плечу парня. Отсюда и название «Вместе навсегда». После выхода фильма сюда потянулись туристы, а в 1989 году здесь побывали члены королевской семьи и, отбросив страхи и сомнения, коснулись этой скалы. Из проклятой она превратилась в исполняющее желание. Теперь на наклонной скале установлены таблички с подписями членов королевской семьи. Второй остров — Котапу, который переводится как «клин» или «гвоздь», засветившийся на экране всего 15 секунд, стал знаменитым и сменил название на остров Джеймса Бонда. Он тщательно охраняется, и среди принимаемых мер периодически укрепление основы скалы, чтобы предотвратить ее разрушение окружающими водами, которые постепенно вымывают породу. Здесь вот этих не было, вот этого не было. Вот он сюда на самолете, вот он так вот присел, вот на самолете так сел на гидро, вот сюда его поставил. Вот здесь была лаборатория, а оттуда лазерная пушка вылезала. А ты в курсе, кто сейчас озвучивает этот фильм? Знаю, знаю. Владимир со своей студией, юморист-самоучка. Почему юморист? А ты чего не слышишь, чего мы несем? Как будто оба обкурились в слюне. Пошли. Как тебе эта дверь? Честно говоря, кусок говна. Ну вот началось. А ты еще спрашиваешь, почему юморист? Декорации, конечно, так себе. А это типа двери в скалу? Типа того. Дальше смешнее. Там будут такие декорации, животик надорвешь от смеха. Но для фильма 74-го года выпуска сойдет. А мне надо держать марку обольстительного злодея. На эти бумажные жалюзи не обращай внимания. Они как будто стальные. Нравится? Потрясающая компьютерная графика. Как будто первоклассник слепил. А еще у меня есть пластмассовый пистолет, покрытый золотой краской. А у меня железный. Пойдем постоим на фоне скалы. Как будто дуэль. Я готов. Готов. Сделайте рожи максимально серьезные. Это же боевик. Целится. Загар прилип, тела лаская. На яхте было в кайф лежать. Солнце грело, не уставая. Хочу я вечно это вспоминать. Закончен наш круиз, он был прекрасен. Нам повезло увидеть здесь февраль таким. Ярко цветущий тай и море гладь хрустальная. Еще 2 ночи и в Москву мы прилетим. Прилетим. Our time will come again.
Влюбился я в твой шум и тихий ветер, в твой солнце луч, огненный закат. Таиланд, Пхукет, тебя я обожаю, хотя и довелось услышать нам красы раскат. Все, мы на месте, да? На Бангла-Роуд купил под фильм поржать. Да? Похоже по цвету на сигареты Чапман, которые ты из России притащил и куришь. Смотри, не перепутай. Да ну нафиг. Видел я, как после нее два нормальных мужика в ненормальных превратились. На этом наше путешествие не закончилось. 3 дня на суше, чтобы ближе познакомиться со всеми достопримечательностями острова. Мы сняли классный отель в центре Патонга. Рынок, где мы с утра покупали свежие морепродукты. И тут же на 2-м этаже нам их готовили. Ночная жизнь и улица Бангла-Роуд в 2 минутах. Из возможных минусов спортивная арена тайского бокса под окнами, где до 12 ночи голосил ведущий по боям. Патонг. Шикарный номер. И вот такие у меня соседи. Опа. Опа. Вот такие соседи у меня. Вы что думаете? Закончилось все? Нет. Оп! Видел? Это его фильм. Он и режиссер, и сценарист, и звукооператор в одном флаконе. Найди его контакты под этим фильмом и напиши ему. Хорошо, только 2000 бат. Нет, дорого. Да, для меня. Вот мои любимые штучки. В аэропорту обменник 30-70. Здесь на Патонге 33. Мелкий купе 32. Таксистов просто разменять чуть-чуть и все. Как же это классно. My friend. How much? Это богомол, да? Какая канитель. Килограмм креветок, за эти каракатицы, грубо говоря, 1600 рублей. Свежак зато. Купили внизу, пришли, приготовили. За 100 грамм приготовка, ну, допустим, 60. Опустили до 30. Вот килограмм креветок с богомолами. Вот нам 380. Приготовить. Отдельная будочка. Денежку, чтобы не тырили. За пивко, за это и присесть. Вот туда. Прикольно, согласись. Вот она красота. Да. Креветка богомол. Пробуем. Соуса, пиво. Обалденно. Очередная порция свежего кальмара, да? Ух, хорошая. Смотришь про Таиланд? Под этим роликом найди контакт этого парня. Напиши ему, что мы хотим, вернее, мечтаем сотрудничать. Давай, ты берешь, ну, а я тебя снимаю. Еще? Как я буду жрать? Да. Прям кусочек делай пусть. И здесь его разжевать. Смесь бензина и помойки. Блядь, не бензин. Тебе потом попить что-то надо будет. Блядь. Я не буду, Вов, можно я? Нет, ты будешь. Ты меня заставил? Нет, ты будешь. Где стошнит? Я не буду, Вов! Надо, чуть-чуть. Нифига, я тоже не хотел. Бля, такая хрень. Послевкусие жопная. Если он будет режиссером, Оскар у нас в кармане.